Друзья, всем привет! Этот мужчина прожил в джунглях больше 40 лет, и он рассказал, как жить в таких условиях. Житель вьетнамской деревни только в 49 лет стал частью социума. Совсем недавно он обитал в зарослях джунглей, питаясь тем, что поймает на охоте. Еще во времена страшной войны во Вьетнаме маленький мальчик с отцом и старшим братом скрылся в глухих чащах джунглей, и пришлось освоить навыки выживания в дикой природе. Они охотились на крыс, змей, лягушек, собирали фрукты и пили родниковую воду. Их в непроходимом лесу обнаружил исследователь Альваро Сереса. Он был в недоумении. Благодаря его усилиям отца с детьми удалось доставить в деревню и обеспечить жильем. Для мужчины, который большую часть жизни жил в джунглях, процесс акклиматизации проходил очень сложно. Полное отсутствие понимания, как нужно вести себя в обществе, неоднократно приводили жителей деревни в шоковое состояние. В одном из интервью его сравнили с ребенком, которого заточили в теле взрослого мужчины. Если вы попросите избить его любого человека на улице, он сделает это не задумываясь. В его глазах не будет сожаления, он просто не понимает, что такое зло и добро. Организм так называемого Тарзана также получил стресс. В первый год жизни в деревне Хо Ван Ланг столкнулся со множеством болезней. Проблемы с организмом до сих пор преследуют мужчину. Вопреки трудностям, вьетнамец старается приспосабливаться к своей новой жизни. В его понимании мир вне джунглей очень шумный, а наличие домашнего питомца до сих пор приводит его в шок. Жизнь в джунглях течет по-другому. Животные постоянно убегали от меня, говорит он. Постепенно жизнь Хо Ван Ланга начинает налаживаться, но его отец не может разделить радость сына от пребывания в деревне. В отличие от него, мужчина не рад возвращению в цивилизованный мир и мечтает о возвращении в джунгли.